Раз, два. Начали. Добрый вечер, дамы и господа, товарищи и товарки. Сегодня опять у нас вторая часть марлезонского балета, вторая часть стрима, посвященного германо-польской войне, операции Вайс 1939 года и освободительному походу Красной Армии. В первой части, желающие могут найти ее на ютубе, ссылка есть на моей странице. Мы рассматривали предвоенное состояние польской армии, предвоенную политику Польши и противостоящие ей силы вермахта. Сегодня мы переходим ко второй части, непосредственно к разгрому Польши и всем событиям, которые ей после этого последовали. Для того, чтобы более подробно поговорить о том, как произошли события, наверное, немножко обратимся к политике. Итак, после прихода к власти в 1933 году Гитлера в Германии, отношения Германии с Советским Союзом крайне испортились. Если с Веймарской Германией Советский Союз поддерживал достаточно такие хорошие отношения, всем известны школы и в Липецке, и авиационная школа в Липецке, танковая школа в Казани. Немцы пытались нам помочь наладить производство определенных видов вооружения. То есть, как тогда смеялись в Европе, союз слепого с немым. Тем не менее, все эти контакты были сразу после прихода Гитлера к власти свернуты. И Советский Союз, как и Германия, считали друг друга такими империями зла, если выражаться современным языком. Советский Союз боролся с Германией, то есть столкновения происходили как на политическом поле, так и в 1936 году непосредственно советские и немецкие летчики и танкисты столкнулись в Испании. Конечно, Испания стала большим полигоном для испытаний как советского, так и новейшего, так и советского, так и немецкого оружия, но это, как говорится, выходит за цели данного испанского гражданского войны в Испании и применение там советской авиации, да и немецкой. Она выходит за пределы данного стрима, поэтому мы не будем на ней особо останавливаться. Итак, изменения политики немцев к Советскому Союзу начались в начале 1939 года. Немцы стали предлагать Советскому Союзу заключить, изначально это было после успешного раздела Чехословакии, в котором, кстати, поучаствовала Польша, после чего ее Уинстон Черчилль назвал «Гиена Европы». Всем было ясно, что Гитлер нацелился на Польшу. В начале 1939 года немцы предлагают Советскому Союзу заключить новое торговое соглашение, однако Советский Союз берет время. Немцы начали такой тихий дипломатический зондаж, направленный на заключение какого-либо соглашения с Советским Союзом. Однако товарищ Сталин пока решил взять тайм-аут и решил попытаться все-таки заключить военное соглашение с Англией и Францией. Для этой цели в Советский Союз прибыла английская и французская миссия во главе с французским генералом Думенком и английским адмиралом Драксом. Если французы были готовы пойти на заключение военного соглашения с Советским Союзом, то англичане не хотели, ничего подобного не хотели. И переговоры превратились из пустого в порожнее. В переливании. Советский Союз предложил англичанам, что он готов в случае совместных действий выставить 150 тысяч дивизий, около 5 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Однако проблема была еще и в том, что Советский Союз тогда не имел общей границы с Германией. Здесь для того, чтобы воевать Советскому Союзу, необходимо было или вступить на территорию Польши, или как минимум вступить на территорию
Прибалтийской Литвы, которая имела небольшой кусочек границ. Однако, поляки, узнав об этом, сразу же заявили, что любое появление советских войск на территории Польши будет означать объявление войны, и польские войска окажутся советской рабоче-крестьянской Красной Армии в вооруженное сопротивление. То же самое англичане заявили, что советская армия РКК не должна и не имеет права ходить на территорию Литвы. Тогда, естественно, Ворошилов задал вполне логичный вопрос: простите, а где же мы будем воевать с немцами, если у нас нету с ними общих границ? Ну, англичане сразу говорят: ну, мы подумаем, если что, там где-нибудь мы вам местечко-то подобное, такую территорию найдем, где повоевать. Ну, конкретно где? Перебрасывать войска во Францию, как перебрасывал батюшка царь, там, экспедиционные бригады, экспедиционный корпус под французское командование, естественно, РКК от этого, Советский Союз от этого отказался. Плюс воевать в Польше, вводить войска на территорию Польши, то, само собой, поляки были крайне против. И поэтому, естественно, переговоры закончились ничем. Немцы одновременно с 19 августа Гитлер направляет Сталину телеграмму о том, что он готов отправить в Советский Союз с министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа для заключения советско-германского пакта о ненападении. Сталин согласился, и 23 августа в СССР прибыл Иоахим фон Риббентроп. Иоахим фон Риббентроп так торопился, что его самолет даже был обстрелян советской зенитной артиллерией. Правда, к счастью или к сожалению, не знаю, он был не сбит. Тем не менее, такой казус был. В ночь 23 на 24 был подписан советско-германский договор о ненападении. Сам договор ничего такого страшного не нес. Такие же договоры у Германии были практически со всеми странами мира, в том числе и с Польшей, которая была подписана, со всеми европейскими, точнее, своими соседями, в том числе и с Польшей. Причем поляки подписали его еще в 1934 году. И в договоре, но к договору был так называемое секретное соглашение, секретный пакт. Долгое время его оспаривали, в соответствии с которым были определены сферы влияния в Восточной Европе между Советским Союзом и Германией. Естественно, Советский Союз, сферы советского влияния определяли страны Прибалтики, Финляндия и Восточная Польша, а именно Западная Украина, Западная Беларусь, отторгнутые поляками от Советского Союза по Парижскому договору 1121 года, после неудачного похода Тухачевского РКК под Варшаву в 1920 году. Однако, тут опять же немножко отбегу в сторону. Хочу сказать, что походу Тухачевского под Варшаву предшествовал поход поляков вообще-то на Киев. И поляки взяли Киев. Ну, ладно, вернемся, как говорится. Об этом мы говорили в первой части нашего стрима. Итак, 23-го был подписан, то есть Сталин уже понимал, что война между Польшей и Германией состоится. Скорее всего, он понимал, что поляки будут разбиты, и думал о том, что будет дальше. В свою очередь, у поляков было тогда три варианта решения ситуации. Немцы немного... Какие требования, претензии предъявили немцы к полякам? Гитлер желал присоединить к Германии город Данциг, вольный город Данциг на Балтийском побережье, это ныне Гданьск. Тогда там 95% составляло немецкое население, плюс, поскольку по условиям Версальского мирного договора Германия состояла из двух частей, непосредственно как сама Германия, так и вторая часть — это Восточная Пруссия. Между ними сообщение было морское, однако Гитлер предложил полякам провести туда шоссейную железнодорожную дорогу, которая будет принадлежать Германии. Кроме того, в дальнейшем, возможно, немцы хотели, чтобы поляки
вошли в состав антикоминтерновского пакта, заключенного между Германией и Польшей, между Германией, Италией и Японией, направленного против Советского Союза. Однако поляки отвергли данное соглашение, считая, что их армия настолько сильна, что мало того, что они смогут нанести поражение немцев, но и сами вторгнуться на территорию Германии. А второе условие – это пропустить советские войска на свою территорию и вместе с англичанами, французами и РКК нанести поражение немцам. Поляки это соглашение также отвергли, они решили, что они сами способны нанести поражение немцам, плюс главное не продержаться 2 недели, а тут с запада в войну вступят Англия, Франция, и зачем чем-то делиться. Советским Союзом вводить, разрешать туда, чтобы Красная Армия вошла на их территорию, поэтому поляки приняли третий и самый неправильный путь развития. Что хотел Сталин? У Сталина было 3 варианта. Первый вариант. Сталин хотел, естественно, реабилитировать неудачи Тухачевского, а именно вернуть те территории по линии Керченского, которые были отторгнуты от Советского Союза. Во-вторых, Сталин, естественно, хотел вернуть в состав Советского Союза те страны, которые так называемые лимитрофы. Ну и плюс третья часть, не забывайте, это август 1939 года. Дело в том, что в это время сложились крайне напряженные отношения между Советским Союзом и Японией. Как раз в это время происходили бои на Халкин-Голе, где впервые Георгий Константинович Жуков продемонстрировал свой полководческий талант. Была разбита 6-я японская армия. Никто не знал, чем закончится данный конфликт, то есть была большая вероятность, что японцы войдут в войну против Советского, начнут вести полномасштабную войну не на территории Монголии, а по всей границе. В свою очередь немцы пообещали, что они окажут давление на японцев с целью заключения мирного соглашения с Советским Союзом. Кстати, японцы очень сильно обиделись на Гитлера, поскольку вроде бы в рамках антикоминтерновского пакта мы все должны противостоять Советскому Союзу, мы воюем с русскими на территории Монголии, не терпим поражения, в это время немцы заключают договор о ненападении. И в 1941 году, что самое интересное, японцы сами заключили договор о нейтралитете, который они не нарушили. Даже 7 декабря 1941 года, когда было совершено нападение на Пёрл-Харбор, Гитлер в свою очередь также объявил войну США, однако японцы войну СССР не объявили. Итак, до начала августа 1945 года Япония в войну против Советского Союза так и не вступила. Хотя, конечно, японцы там предпринимали, был у них план Кантакуэ, но опять же это не относится к цели нашего стрима сегодняшнего. Итак, что же имели поляки? Поляки к началу войны планировали мобилизовать свою армию до 1,5 миллиона человек. Ну, естественно, это у них не получилось. Всего они сумели выставить 840 тысяч человек, около 6 тысяч артиллерийских орудий, 700 самолетов и около 850 танков и бронемашин. Все это входило в состав 39 пехотных польских дивизий, плюс 11 кавалерийских бригад, было еще 10 пограничных бригад, 3 горно-пехотные бригады и некоторое количество артиллерийских полков. План поляков стал разрабатываться в 1939 году. Да, кстати, до 1939 года у поляков не было плана ведения войны против Германии. У них был единственный план ведения войны против Советского Союза. Он назывался «Всход». В начале 1939 года поляки начали разрабатывать свой план ведения войны против Германии, который получил не такое незатейливое название «Заход». То есть, если «Всход» это в переводе с польского «Восток», то «Заход» это «Запад». Что планировали поляки?
изначально полякам предлагал, как немцы думали, что поляки займут оборону на рубежах водных границ, простите, по берегам рек, опираясь в том числе и на старые еще царские укрепления, это крепости Модлин, Варшава, и будут сдерживать наступление. Однако поляки, уверовав в силу и непобедимость своей армии, плюс надеясь на помощь англичан и французов, свои войска как бы размазали по границам. Кроме того, они еще планировали нанесение ударов по Восточной Пруссии. Треть войск они сосредоточили в так называемом польском коридоре. Это территории современной Померании. И здесь поляки подвергались удару как со стороны немцев, как со стороны самой Померании. Это так называемый польский коридор. Это вот небольшая территория, которая полякам досталась, большой выход к Балтийскому морю. То есть там располагалась треть польских войск. И эта треть польских войск, она подверглась удару как с севера Германии, так и из Восточной Пруссии. Что, впрочем, немцы и произвели, окружив и уничтожив эти польские войска впоследствии. Ну да ладно, это уже будет, об этом мы будем говорить в дальнейшем. В свою очередь, еще одна треть поляки выставили в качестве резерва на линии Варшавы. И оставшаяся треть была размазана тонким слоем по границам, по немецко-польской границе. То есть поляки решили, держим все, не отдаем ничего, но кроме того, еще и будем атаковать немцев в Восточной Пруссии. В свою очередь, план немецкой операции против Польши носил название «Вайс». Немцы сосредоточили около 1,5 миллиона солдат, 2880 танков, около 1850 самолетов, 6000 артиллерийских орудий. То есть, как видим, соотношение сил в пользу по личному составу соотношение сил в пользу немцев 2 к 1, по танкам 1 к 4-5, ну и по самолетам 1 к 3. Ну, единственное, где поляки имели более-менее соотношение в пользу, более-менее одинаковое соотношение с немцами, это была артиллерия, но нужно опять же учесть, что основная масса артиллерии немецкой была более современной. Вот, и у немцев было больше тяжелой артиллерии, чем у поляков. Если у поляков основным артиллерийским орудием было 75-миллиметровое, 75-76-миллиметровое орудие, то у немцев гораздо больше было тяжелой артиллерии калибра 105, 128 и 150 миллиметров. Итак, что касаемо всего... Война началась 1 сентября 1945 года. Непосредственно войне предшествовала так называемая операция Гиммлер. Немцы в небольшом городке Гляйвице, сейчас этот город находится в Польше, решили провести операцию, что переодев несколько гестаповцев и заключенных в польскую форму, они вошли в радиостанцию этого города Гляйвиц, и там по радио объявили, что польская армия нанесет удар по Германии, начинается польско-немецкая война. Вот, выстрелили несколько раз, как говорится, из пистолета над микрофоном и оставили труп одного уголовника в польско-немецкой форме. После чего, как говорится, это и стало так называемым казусом Белли, по непосредственным поводам к войне. Итак, 1 сентября в 4 часа 45 минут немцы перешли польскую границу. В 5 утра состоялся первый воздушный бой этой войны. Кстати, первую воздушную победу одержали немцы, причем не истребитель, не БФ-109 Мессершмитт, а немецкий пикирующий бомбардировщик Юнкерс-87. Немец, отбомбившись непосредственно по объектам
на польской территории, возвращался уже обратно на аэродром, где, когда заметил два польских истребителя, которые заходили на посадку. Немец не растерялся, спикировал на один из польских истребителей ПЗЛ-11, сбил его, второй ведомый ушел. Ну, а немец, как говорится, с первой воздушной победы одержал первую воздушную победу во Второй мировой войне. Дальнейшие будут победы. Впрочем, ведомый, то есть он сбил ведущего, ведомый увернулся от повторной атаки немецкого самолета, но все-таки истребители и бомбардировщики две большие разницы. И поляк после этого умудрился сбить. Несбитый поляк сбил два немецких бомбардировщика Дорнье-17, которые летели бомбить Крым. То есть вот такая ситуация. То есть поляк достойно себя показал. Что можно сказать? Обычно эту немецко-польскую войну есть несколько мифов. Первый миф – это, давайте остановимся на этих мифах. Первый миф – это то, что польская авиация была уничтожена непосредственно на аэродромах. Нет. Как раз польская авиация на аэродромах была не уничтожена. Поляки сумели все свои самолеты разместить на запасных аэродромах, хорошо их, кстати, замаскировав. И немецкий удар первый пришелся в основном по сосредоточению польских войск и по городам. Как говорится, город никуда не спрячешь, не рассосредоточишь. А вот польская авиация практически не пострадала. Но были определенные проблемы. Так, например, самый знаменитый современный польский бомбардировщик ПЗЛ-37 имел бензобаки под крылом. И чтобы его заправить, необходим был насос. А на этих как раз запасных площадках вот этих насосов не было. А заливать через воронку, если у него, то есть горловины баков были направлены вниз, и заправить его было просто невозможно. То есть поляки. Второй миф знаменитый. Это касаемо польской кавалерии. Ну, у нас тут, как говорится, у всех перед глазами, когда мы слышим про польско-немецкую войну, то есть вот это такая картинка, польские уланы с шашками наголо скачут на немецкие танки, а немцы их просто так расстреливают, как в тире. То есть, ну, очень любят этот миф вспоминать, как вспоминали в советское время, показывая, что, смотрите, вот поляки какие были не готовы. Потом аналогичный миф уже был про советскую кавалерию, что тоже советская кавалерия состояла из таких же дебилов, только усатых, которые с шашками бросались на танки. Но, тем не менее, ситуация была совсем не, как говорил товарищ Сталин в подобных случаях, не так все было. Совсем не так. Итак, вот, например, 1 сентября 1939 года под Мокрой польская 10-я кавалерийская Волынская бригада отразила атаку двух немецких танковых дивизий, и подбив 50 немецких танков. Как это вроде бы? Дело в том, что у поляков кавалерия, поскольку армия польская была очень слабо механизирована, то кавалерия польская применялась в качестве ездящей пехоты. Поляки закрепились. Каждая польская кавалерийская бригада имела в своем составе около 30 противотанковых орудий и от 9 до 18 орудий калибра 76 мм. Они закрепились, зарыли землю. У поляков были противотанковые оружия и отразили атаку двух немецких танковых дивизий. Здесь еще другая. То есть мы, конечно, знаем, что об этом. А теперь о чем же писал Гудериан? Проблема в том, что да, якобы там вот поляки там скакали. Проблема была немного, ситуация была опять же не такая. То есть 1 сентября и тот же день 1 сентября 1939 года польский кавалерийский отряд полковника Маштеляжа, простите, если я неправильно называю фамилию, действительно сложная фамилия, то есть проводил разведку в районе польского коридора. Внезапно поляки обнаружили немецкий пехотный, пехотный батальон, который разместился покушать. Полковник Маштеляж оценивает ситуацию и приказывает атаковать немцев в конном строю. А теперь представляем ситуацию, сидит батальон немцев
кушает, вдруг из леса вылетает около 100 польских кавалеристов и начинают рубить их в песи, крушить в хузары. Немцы разбегаются, однако поляки, судя по всему, плохо провели разведку. И дело в том, что с другой стороны леса находилось два немецких бронеавтомобиля и немецкое противотанковое оружие. Немедленно на защиту своих пехотинцев, которых поляки с седла рубили от седла до жопы, появились немецкие бронеавтомобили, стали обстреливать поляков. Полковник Маштеляш и еще 23 улана погибли, остальные быстренько убежали, ускакали в лес. После этого немцы пригласили военных корреспондентов, притащили туда еще трупы поляков, то есть так одетых по... Ну, там видно, то есть эта видеозапись может любой найти в интернете. Вот. И заявили, что вот здесь вот такие тупые польские недочеловеки, в свою очередь, атаковали немецкие танки. Хотя, ну, я думаю, что своих порубанных они уже к тому моменту тихо-тихо убрали. Поэтому кавалерийских атак, таких как вот нам говорят, что в танковом, в конном строю, их не было. Итак, дальше. Что 3 сентября Англия и Франция объявляют войну Германии. Однако эта война получила название странное, боевых действий не велось, и поляков оставили с немцами 1 на 1. К тому моменту немцы уже сумели окружить поляков в Тухольской пустоши, в польском коридоре, и прорвали линию и прорвали польскую оборону на границе. Как я уже сказал, отдельные польские удачные оборонительные бои, как, например, под Мокрой, они никакого значения не имели. Немцы просто обходили в соответствии с тактикой Блицкрига немецкие танковые дивизии. Немцы достаточно много сосредоточили танков, я уже сказал, 2880, это 6 танковых дивизий и 4 легких, в составе которых было 1445 панцев первых, 1223 панцев вторых, 120 чешских танков 35Т, 98 панцер третьих и 211 панцер четвертых. Там, где поляки пытались сопротивляться, немцы просто их обходили и двигались дальше. Одновременно был нанесен удар из Восточной Пруссии, откуда наступал немецкий танковый корпус Гейнца-Гудерия, знаменитого Гейнца-Гудериана, того самого быстроходного Гейнца с направлением в сторону города Брест. Итак, 3 сентября польский верховный главнокомандующий Рыцмигл уже отдал приказ об отходе. Причем отходить он приказал не на восток, в сторону Беларуси, а отходить в сторону на юг, в сторону Румынии. 6 сентября, 6 на 7, из Варшавы уезжает как сам Рыцмигл, так за ним последовали и польское правительство. Сначала Рыцмигл приехал в Брест, однако ситуация была 9 числа. Однако он так быстро убегал из Варшавы, что забыл взять шифры для связи со своими войсками. Чем было нарушено, как говорится, чем было нарушено командование. И польские войска, по сути дела, несколько дней были предоставлены сами себе, действуя по обстановке. Однако Рыцмигл вместе с собой утащил истребительную авиабригаду, которая прикрывала Варшаву. И утащил он вместе с собой часть ПВО, прикрывавших Варшаву, для прикрытия своей собственной драгоценной персоны. Итак, приехав в Брест, он попытался наладить связь, ну, как говорится, шифры забыл, за шифрами в Варшаву был послан адъютант. Когда приехал адъютант, оказалось, что нет радиостанции приехали из Варшавы, по дороге попали под немецкий авиаудар, и, в общем, оказалось, что связь из Бреста связываться, передавать приказы войскам можно было только через Пинск, где находился штаб польской Пинской военной флотилии.
То есть сначала Рыцмигл отдавал некий приказ, потом он передавал его шифровали, потом передавали адъютанту, потом адъютант на автомашине переезжал в Пинск, где его с радиостанции передавали польским войскам. Ну, тут, короче говоря, не знаю, здесь слово, где-то присутствует логика. Короче, пока несчастный адъютант добирался до радиостанции, пока там снова шифровали это сообщение, пока его передавали, вся обстановка на фронте менялась. И, естественно, немцы продолжали наступать дальше. Итак, что же происходило в это время? Да, 9 сентября, так что при таком командовании неудивительно, что 9 сентября немцы уже вышли предместьем Варшавы. Однако все-таки поляки сумели организовать контрудар. Отходившая польская армия Познань под командованием генерала Тадеуша Кутшеба, имевшая в составе 4 дивизии, 4 пехотных дивизии, 2 кавалерийских бригады, в ночь с 9 на 10 сентября нанесла удар по растянутым коммуникациям немецкой 8-й армии, которая как раз наступала на Варшаву. И что самое интересное, полякам сопутствовал успех. Они сумели разгромить 30-ю немецкую пехотную дивизию и взять около 3000 немецких пленных. Немцы вынуждены были остановить свое наступление, перебросить войска для ликвидации от наступления поляков. Однако польскую группировку как раз генерала Кутшеба ей уничтожить не удалось, и она так ушла в Варшаву, где впоследствии все-таки была уничтожена. В свою очередь, Гейнс Гудериан в районе Визмны немцы попытались замкнуть кольцо окружения в районе Визмны. С севера наступал немецкий танковый корпус Гейнса Гудериана, с юга наступал танковый корпус группы Армию. Они должны быть в этом районе у немцев. Кстати, вместе с немцами войну полякам объявила Словакия, которая также направила в помощь немцам 3 своих пехотных дивизии. Я уж так немножко оторвусь. И вот здесь произошло то событие, которое поляки, они действительно гордятся. Это так называемые польские фермопилы. Гарнизон польского укрепрайона принял бой. Соотношение было 1 к 40, то есть даже этим событиям посвящена знаменитая песня Сабатона 1 к 40, то есть и польский командир польского укрепрайона принял бой. Немцы с большим трудом, дошло до абсурда, немцы гнали перед собой пленных, женщин и детей на эти польские доты. Потом немцы потребовали от него, если поляки не сдадутся, пообещали расстрелять всех поляков, всех пленных. Однако, как говорится, поляки держались. Командир польского укрепрайона, по израсходованию всех боеприпасов, немцы все-таки его захватили втроем. Польский командир подорвался гранатой вместе с немцами. Вот. А пленных все-таки немцы не расстреляли. А польского командира они, конечно же, похоронили со всеми воинскими почестями. То есть вот это действительно поляки молодцы в том вопросе, что это знаменитая битва, это битва под Визною. Можно вспомнить еще знаменитая Вестерплятте, польскую, так сказать, где это польский укрепрайон на побережье Балтийского моря. Вот. Ну, как это, не укрепрайон, по сути дела, это был польский военный склад, вот, который оборонял около 200 польских солдат. Ну, да, они мужественно сражались, отбивали все атаки немцев, нанесли немцам потери и тоже сдались по израсходованию всех боеприпасов. Что же творилось в это время в воздухе? В воздухе также польская авиация действительно продемонстрировала себя с лучшей стороны. У поляков, несмотря на то, что у поляков были достаточно устаревшие истребители. Как писал командующий польской бригадой, наши истребители ПЗЛ-7 могут сражаться, атаковать немецкие бомбардировщики, но не могут сражаться с
немецкими истребителями. Проблема более старые ПЗЛ П-7, они вообще бесполезны в боевых действиях. Дело в том, что скорость самого современного польского истребителя ПЗЛ П-11 составляла 390 км в час. В свою очередь, как известно, скорость самого современного немецкого тогда истребителя Messerschmitt Bf-109E составляла около 550 км в час. То есть, по сути дела, немец превосходил польский истребитель на 150 км в час. Кроме того, немцы выделили для войны против поляков около 95 двухмоторных истребителей БФ-110, скорость которых составляла около 450 км в час. И, естественно, даже он практически бил эти польские истребители. Поэтому поляки делали что? Они атаковали с пикирования. В первой атаке пытались сбить непосредственно немецкий самолет, и потом уже уходили, используя хорошую маневренность своего ПЗЛ-1. Всего в ту войну поляки сбили, польские истребители сбили по одной из данных 126 немецких самолетов, по другим данным 131 немецкий самолет. Плюс еще 5 немецких истребителей Messerschmitt 109 сбили стрелки польских бомбардировщиков. В свою очередь немцам удалось сбить 36 польских истребителей, 13 польских бомбардировщиков ПЗЛ-37 «Лось» и 20 легких польских бомбардировщиков ПЗЛ-23 «Карась», и всего им удалось сбить 74 польских машин. То есть, как видим, соотношение, то есть поляки справедливо считали, что подготовка их пилотов достаточно очень хорошая, и, как видим, соотношение потерь в пользу сбитых самолетов в пользу поляков практически в 2 раза. То есть и это говорит о том, что действительно подготовка. Но, к сожалению, у поляков было слишком мало истребителей, слишком мало пилотов, а их истребители уступали немцам по всем показателям. Так что эта война не была для вермахта легкой прогулкой. И игра не шла, как мы заметили, в одни ворота. В свою очередь, отступающие поляки, они отыгрывались на немецком населении. Дело в том, что все население довоенной Польши насчитывало 35 миллионов человек. Из них по переписи 1931 года 10 миллионов человек, то есть практически каждый третий, не говорил по-польски. Это были украинцы, белорусы, немцы в западных областях, ну и евреи, естественно. Вот. Что можно сказать здесь, то есть польских и об отношениях? Естественно, Польша была так называемая. Польшу нельзя сказать, что это была российская страна, но тем не менее расовая дискриминация присутствовала. Например, некоторые видели знаменитые таблички во Львове, конечно, не живые, а на картинках, людям с собаками и украинцами вход воспрещен. Да, такие таблички висели на приличных ресторанах и во всех приличных заведениях, например, города Львова. Плюс, в свою очередь, поляки проводили активную политику полонизации. На территории Западной Украины и Западной Беларуси, особенно это касалось Волыни, поскольку если, например, Галиция находилась в составе Австро-Венгерской империи, то Волынь до 1920 года находилась в составе Российской империи. То есть там отношение было к людям получше. То есть в основном волыняки, они православные. Если галийцы униаты к ним более проще относились, вроде бы, как говорится, свои, то и на эту территорию переселяли так называемых осадников. Кто такие осадники? Это польские колонисты из территории, населенной непосредственно польским населением. Эти колонисты получали, естественно, лучшие территории.
Причем это не простые колонисты, в основном это члены польских легионов, то есть партии Пилсудского, люди настроены крайне националистически. Они получали лучшие участки земли, которые забирали, конечно, разумеется, в свою очередь, у белорусских и украинских крестьян. Вот. Даже доходило до абсурда, этим людям выдавалось оружие, которое они могли применять против поляков и украинцев, в том случае, против белорусов и украинцев, в том случае, если они считали, что им угрожают. То есть, по сути дела, это были вооруженные колонисты. Представляете, вот вы живете где-то в деревне, приезжают там 2-3 семьи поляков, которые говорят, вот эта земля лучшая, она будет наша. И начинают ее, вы говорите, нет, это моя земля, а он так достает наган и так тебе под нос идет, говорит, что слушай, или ты с нее уходишь, или ты получаешь пулю. А идти в суд тоже было бесполезно, потому что в судах также были поляки, как, впрочем, и в полиции. Вот. И уже в 1920 году Исаак Бабель, который участвовал, был в составе первой конной армии в польском походе 1920 года, он писал, что про крестьян, что их жестокость по отношению к полякам заставляла удивляться даже буденовцев. Что творили местное население по отношению, то есть их злость была сделана из простого, но крепкого материала, и их жестокость заставляла удивляться даже буденовцев. Ну, что ж творили крестьяне, что заставляли удивляться буденовцев, которые к тому моменту уже воевали 6 лет, из них как минимум 2-3 года на Отечественной гражданской войне, которые там тоже воевали не ангелы, как они творили. Но желающие могут посмотреть фильм «Волынь-43» польский, там вот это все показано. То есть вот это все, там показана ситуация. Итак, мы остановились на том, что же дальше, как относились местное население. А белорусские призывники, например, пели такую веселую песенку: вы, поляки, не думаете, что мы будем за вас сидеть в окопах. Нет, мы будем сидеть дома и пить водку. Соответственно, немцев тоже не признали, немцев тоже не призывали. Всего на начало войны было около 500 тысяч немцев проживало на территории Польши. Естественно, польские войска этих немцев крайне преследовали, то есть совершали различные акты, зверства по отношению к этим немцам. То есть, например, в Быдгоще было расстреляно 100 мирных немцев отступающими польскими войсками. Кстати, поляки в попытках остановить немцев 8 сентября применили даже ядовитый газ иприт. Это, наверное, редкий случай, когда я не слышал, чтобы кто-то применял ядовитый газ. То есть немцы его применяли в 1942 году в Аджимушкайских каменоломнях, когда они пытались уничтожить там засевших наших красноармейцев. Поляки его применили, погибло 2 немца. Как говорится, после этого, судя по всему, но тем не менее развязать химическую войну у поляков не удалось, поскольку линия фронта она постоянно колебалась в сторону поляков. Итак, что же в это время делал рабочий товарищ Сталин и рабоче-крестьянская Красная Армия? 9 сентября, когда Советский Союз, когда СССР узнал о том, что немцы вышли к окраинам Варшавы, Молотов направил телеграмму, поздравил, как говорится, немцев с успехом, с успешным развитием польской войны. И тут до Советского Союза доходят такие сведения, что немцы уже уверены, что они войну выиграли. Реально, они действительно уже к тому моменту мы уже понимаем, что войну они выигрывали. И что немцы хотят сами оккупировать всю территорию Польши, не делившись
наплевав на дополнительное соглашение к советско-польскому пакту, советско-германскому пакту о ненападении от 23 сентября 1939 года. При вашей извинении, можно я вот, как говорится, глоточек сделаю? Вот. Плюс на территорию вместе с немцами шли отряды ОУН, то есть, как поляки, ОУНовцы пытались захватить город, например, Стрыя. Очень много было, совершали акты диверсии в тылу польских войск. Немцы выходили ко Львову, Гродно, то есть в конце ночь на 14 сентября 1939 года немцы, корпус Гудериана выходит к Бресту. Что 17 сентября Красная Армия начинает свой так называемый освободительный поход на территорию Польши. Силы советской армии, это было всего в этом освободительном походе участвовало 617 588 человек в составе двух фронтов, украинского и белорусского, 4959 орудий, 4736 танков. Само собой, поляков, польских войск советской Красной Армии практически не противостояло, за исключением отдельных отрядов польской пограничной стражи. Кроме того, нескольких резервных частей, там в это время формировалось две польских пехотных дивизии, 59-я и 60-я. Вот. Узнав о вводе советских войск, кстати, польский командующий Рацмиглов в ночь с 16 на 17 уже находился на польско-румынской границе и готовился рвануть в Румынию. Свой последний приказ он отдал: так вошли русские, русским не сопротивляться, а вооруженное сопротивление русским, советским войскам РК не оказывать, а оказывать только в том случае, если Красная Армия попытается разоружить польские части. Ну, само собой, естественно, такой мощной силе поляки противопоставить ничего не могли. И уже 18 сентября, то есть советские войска вышли к Вильно, это город Вильнюс. В тот же день, на следующий день советские войска вышли к Гродно. И 20 сентября советские войска вышли к городу Брест. Тем не менее, какое-то вооруженное сопротивление по советским войскам оказывалось. То есть, например, некоторые польские части, не успевшие получить приказ, рыцмиглы, плюс польская молодежь и отсадники, жандармы, польские полицейские. Так, например, в Вильно были бои, в которых участвовала польская молодежь, сагитированная собственными учителями. То есть старшеклассники кидали в советские танки БТ бутылки с зажигательным бензином. Младшеклассники подносили им патроны. Несколько советских танков было подбито. Причем экипаж одного из них поляки схватили живьем, облили бензином и сожгли. Впоследствии командующий обороны польской обороны Вильна, он бросил свои войска, был задержан, а полковник Акулич Казарин был расстрелян по приговору военного трибунала за данное совершенное военное преступление. Бои были в Гродно. Если советские танки вышли туда 18 числа, однако поляки, используя зенитные орудия, сумели подбить несколько передовых танков. Тогда советские войска просто переправились, отошли на несколько километров, переправились через Неман, окружили Гродно и спокойно 22 числа очистили город. Ну, что можно дальше сказать? 22 числа советские войска вышли к Бресту. Брест в это время был занят немцами. В Бресте был польский гарнизон, то есть, как я уже сказал, 14 сентября к Бресту вышел танковый корпус Гудериана. Поляки оказывали сопротивление. Кстати, первая оборона Брестской крепости состоялась в сентябре 1939 года.
Что можно тут сказать? Поляками командовал бывший полковник Казимир Плесовский, бывший, кстати, царский офицер. В основном это были, конечно, тыловые резервные части. Правда, у поляков было несколько старых французских танков Рено ФТ. Танками Рено ФТ они забаррикадировали входы в крепость и приняли бой. В бою погиб адъютант Гудериан. Немцы действительно понесли определенные потери, и 18 числа Плесовский вывел остатки гарнизона. То есть 4 дня поляки сопротивлялись немцам, немцы предпринимали атаки воздушные, наземные, но вот поляки держались, я говорю, погиб, например, адъютант Гудериан. Что можно, да, вот. И тут вот 22 числа сначала приехал советский делегат связи, вот эти знаменитые фотографии, где на бронеавтомобиле сидит красноармеец, и рядом с ним стоят немцы, дают ему прикуриватель, то есть, естественно, тут происходили встречи советских войск. Не везде, кстати, советских и немецких войск, не везде они были такими хорошими. Например, под Львовом состоялся бой между советскими и немецкими военнослужащими, в котором было подбито 2 советских бронемашины. В свою очередь, наши тяжелые бронеавтомобили БА-10 ответным огнем уничтожили 3 противотанковых немецких орудия. Были погибшие. И пока командир советской бронетанковой бригады с белым флагом не приехал, не стал говорить, что вы делаете. Вот. Где-то были мирно, где-то мирно встречались, как говорится, козыряли. Ну, что тут? И вот теперь мы подходим к тому событию, которое очень любят рассказывать те, кто любит плюнуть в память о советских, о так называемом совместном параде в Бресте, который состоялся якобы 22 сентября 1939 года. Но никакого совместного парада не было. Немцы хотели организовать торжественное шествие, то есть, естественно, город Брест по условиям секретного соглашения к пакту Молотова-Риббентропа оставался за Советским Союзом, и Гудериан предложил командующему советской бронетанковой бригадой Семену Кривошееву, кстати, еврею, что самое интересное, который только что воевал с немцами в Испании, он предложил ему организовать совместное торжественное шествие. То есть немецкие войска выходят, я принимаю парад, советские войска входят, мы вместе козыряем, но Кривошеев отказал. И поэтому выходили только немецкие солдаты. Торжественного прохождения Красной Армии не было. То есть немцы торжественным маршем ушли из города Брест. А на трибуне их приветствовал еврей Семен Кривошеев. Вот как-то так. Я уж не знаю, как это соответствовало нацистским, но немецким нормам, но тем не менее, вот есть еще, конечно, сказки, что были другие военные парады, но вот фотографии их пока еще никто не предъявил, потому что рассказывают, что там были в Гродно парады, там и во Львове, но вот пока никаких фото-видео доказательств этому нет, поэтому нашим либерастам когда врет наш российский либераст, тогда, когда он открывает рот. Поэтому вот такой вот военный парад. Итак, к 18 сентября войну немцы уже выиграли. Но со вступлением Советской рабоче-крестьянской Красной Армии, война уже практически, то есть все... Что можно сказать? Война уже практически было понятно, что для Польши душите свет, сливайте воду. Итак, какие потери понесли стороны? Итак, немецкие потери составили 16 343 человека убитыми, из них и 320 человек пропало без вести. Около 60 тысяч немцев потеряли ранеными и контуженными.
Также немцы потеряли 259 танков Панцер-3, из них 183 безвозвратно, 320 танков Панцер-2, из них 189 безвозвратно, 11 легких танков 35Т чешского производства, 40 танков Панцер-3, из них 26 безвозвратно, 76 Панцер-4, из них 19 безвозвратно. Таким образом, немцы потеряли 217 танков. Конечно, потери-то были больше, но обычно тут немцы считают только танки, которые не подлежали восстановлению. Если учесть, что часть из танков немцы восстановили, то вот потери 217. И также немцы потеряли 285 самолетов. Это 79 истребителей, 109 бомбардировщиков, 63 разведчика и 22 самолета связи. Потери, потери, конечно, были такие серьезные. То есть, например, немецкая авиация смогла восстановить свою численность только весной 1939 года перед началом вторжения во Францию. Вот. В свою очередь, РККА потеряла 996 человек убитыми, 2383 ранеными. Было потеряно около 200 бронемашин, это как танки, так и бронеавтомобили, из них безвозвратно 42. И 26 потерял Белорусский фронт и 16 Украинский фронт. Что еще можно сказать? В свою очередь поляки потеряли 66 тысяч человек убитыми, около 640 тысяч поляков попало в плен немцам, 217 тысяч попало в плен рабоче-крестьянской Красной Армии, 100 тысяч поляков все-таки вместе со своим верховным главнокомандующим Рудсмыглы сумели убежать в Румынию. Ну, что ж, так сказать, как сказал Молотов, достаточно было удара сначала вермахта, а затем удар Красной Армии, чтобы это уродливое порождение Версальского договора Польша рухнуло как карточный домик. Ну, как сами смеялись поляки, шутили горько поляки, чем закончилась началась Вторая мировая война? Четвертым разделом Польши, как началась. Вот, англичане, французы, естественно, на помощь полякам не пришли. Вот, поляки создали свое мигрантское правительство, но это уже тема другого части разговора. Ну, некоторые могут, конечно, задать мне вопрос, а что там дальше, что же было с Катынью? Потому что, ну, например, я хочу сказать, что Катынь, часть польских офицеров, которые были действительно, они бы находились не только в Катыни, они находились как в Катыни, так и в других лагерях, в Медном, под Харьковом. Кто же их расстрелял? Ну, не знаю. Смогу сказать только одно. Скорее всего, часть наших, потому что есть действительно приказ Берия о ликвидации поляков. Ну, впрочем, это достаточно интересные были личности, настроены крайне антисоветские. И опять же, не надо забывать, что после поражения Тухачевского в Польше было уничтожено, заморено голодом, убито и лишено жизни различными способами 60 тысяч пленных красноармейцев. Ну вот, смотри. А часть тех, кто попались полякам, часть поляков, которые попались немцам, они были расстреляны немцами. То есть здесь и наши, и немцы. Как говорится, нельзя сказать, чтобы так сказать, постарались, но в общем вот так. Теперь, что касаемо дальнейшей судьбы. В 1939 году, 27 сентября 1939 года, был заключен договор о дружбе и границе между СССР и Германией, который закрепил послевоенный статус-кво.
То есть те территории, которые достались Советскому Союзу, входили в состав, разумеется, Советского Союза, ну а с остальными там немцы решали создать, там, например, часть территории там отошла Германии, на часть они создали рейхскомиссариат, генерал-губернаторство. Вот. Ну, это уже часть о другом. Это, как говорится, тема будущих стримов, что там творилось. Вот. Хочу сказать, что, смотрите, Советский Союз ничего в результате вот этой войны, ничего лишнего не взял. То есть, например, территория Вильна, Вильнинского края, которая была отторгнута у Литвы в 2020 году, была возвращена Литве. О чем до сих пор страдают некоторые белорусские националисты из Магары. Это как же это наша Вильна была отдана в литовцев. Нет, его вернули Литве. Литовский президент там написал, там растекся мыслью по древу, написал крайне благодарственное письмо товарищу Сталину. Сказал, что большущее вам спасибо. Западная Украина, советские что касаемо Западной Украины, Западной Белоруссии, советские войска всего лишь вышли на линию Керзна. Эта линия была установлена английским лордом, когда он предложил в 2020 году целью прекращения советско-польской войны. То есть РК тогда развил достаточно сильное наступление, и чтобы остановить наступление, английский министр иностранных дел лорд Керзен предложил, чтобы граница между СССР и Польшей проходила по территории этнического заселения поляков и украинцев. То есть так называемая линия Керзена. Вот как раз на границе этой линии Керзена советские войска и остановились. Поэтому когда, особенно мне больше всего нравится, мною об этом же водят ведомые, украинские или там прибалтийские националисты, особенно литовцы, когда они начинают рассказывать, что ай, какой был нехороший пакт Молотова-Риббентропа, ай-яй-яй, как же он там вроде бы так все плохо, нанесли удар бедной Польше, я хочу им сказать, ребят, простите, если этот пакт был настолько неправильным, если этот пакт был настолько циничным, то отдайте территорию, которую присоединил товарищ Сталин к вашей, к Украине. Например, территорию Галиции, Западной Волыни, то есть Украина же себя называет наследницей Украинской Народной Республики Петлюры. А в марте 1920 года Петлюра подписал с польским лидером Пилсудским соглашение, по которому Галиция и Западная Волынь отходила Польше. Ну, получается, снова, я опять же повторяюсь, наверное, получается как-то нелогично. То есть украинский Петлюра, который считается украинским патриотом, ну, там сейчас там улицы называют его, хотят, говорят, памятник, я слышал, поставить в Киеве. Украинские земли отдает, а коварный советский тиран грузин Сталин украинские земли возвращает. Откажитесь. Скажите, ну вот, не хотим пользоваться украденным. Готовы будем соответствовать пакту Петлюры, договору между Петлюрой и Пилсудским. Ну, мне опять же не отдаю. То же самое литовцы. Ну, с белорусами жестко, там у батьки КГБ работает, мама не горит. Теперь немножко о судьбе польского населения, оставшегося на территории, присоединенной к Советскому Союзу. Как вы уже понимаете, основная часть населения настроена была крайне антисоветски, особенно это были осадники. А оружие в лесах после боев польской армии как с вермахтом, так и с РКК осталось достаточно много. И эти ребята сколачивали банды, так, например, естественно, с ними была развернута борьба. И поэтому НКВД в первую очередь было ориентировано на борьбу именно с польскими вооруженными организациями. Не столько, например, там с АОНовцами, поэтому, что позволило АОНовцам сохранить сеть своей агентуры до 22 июня 1941 года, но в основном борьба была с поляками.
Дело в том, что мало того, что поляки вели диверсионные акты, то есть убивали как местных белорусских, украинских активистов, которые ратовали за создание колхозов, за поддержку советской власти, убивали советских милиционеров, отдельных красноармейцев, естественно. И, но что самое интересное, есть данные, что командование польской армии Краевой задумывала провокацию, то есть переодеть поляков в немецкую форму и атаковать советских пограничников с целью начать советско-германскую войну. Ну, естественно, зная об этом, поляков действительно было выселение. Выселяли в основном осадников, то есть тех лиц, которые заселились на эту территорию после 1920 года, выселяли их туда, в Казахстан, да, действительно, многие умирали. Но, тем не менее, вот это, да, действительно, эта ситуация была. Вот. Ну, времена были такие. Что же получил Советский Союз? Ну, Советский Союз достаточно неплохо, то есть, получил, то есть, кроме того, что наши западные границы отодвинулись на 250-300 километров на запад, то есть, представляете, там 22 июня 1941 года, то есть границы находились до 17 сентября 1939 года, советско-польская граница, вполне вероятно, она проходила около Минска, недалеко от Минска, недалеко от Киева. То есть, представляете, 22 июня 1941 года немцы там, тот же Минск ходит не 30 сентября, не 30 июня, а на следующий день. То есть, да, советская это позволило СССР отодвинуть границу на запад. Пытались ее усилить, построить оборонительные укрепления? Да, пытались, но, к сожалению, не успели. Тем не менее, да, вот эта граница была отодвинута на запад. И, естественно, были и трофеи. Я уже сказал, там 217 тысяч пленных было захвачено, там 900 орудий, 10 тысяч пулеметов, 300 тысяч винтовок. Эти винтовки и пулеметы, например, выдавались ополченцам под Москву. Есть несколько фотографий, где красноармейцы, там ополченцы ведут огонь из польских пулеметов или из польских винтовок, там Маузера по немцам. То есть, ну вот. Что же касаемо как мир отреагировал на это, ну, а никак. Союзники Польши, Англия и Франция, объявившие 3 сентября войну Германии, Советскому Союзу войну не объявили. Из Лиги наций Советский Союз не исключили. Снова вернусь к Уинстону Черчиллю, который заявил, что ну да, мы бы, конечно, предпочитали, чтобы в Польше находились русские войска в качестве союзников Польши, противников Германии. Ну что ж, ну вот, они там находились. То есть все прекрасно понимали, что Советский Союз вернул то, что ему принадлежало. Этнические польские территории он не захватывал. Да, кстати, часть из тех территорий, которые были присоединены после 17 сентября 1939 года, была, кстати, в 1945 году товарищем Сталином возвращена полякам. Это, например, город Белосток, тот самый знаменитый Белостокский выступ, о котором вполне вероятно в дальнейшем будет идти разговор, если этот тем, конечно, будет иметь такое свойство продолжаться. Товарищ Сталин в 1945 году отдал полякам 27 тысяч квадратных километров вдоль границы. То есть полякам перешло весь Белосток с областью, часть Гродненской области, часть Брестской области, город Пшемысль, Перемышль тот самый на Украине. То есть 27 тысяч квадратных километров. То есть, как говорится, щадили гоноровых поляков. Но, как известно, амбиции Польши не удовлетворены быть не могут. И мы до сих пор нам это все припоминают. Ну что ж, если что, тапками сильно не кидаться, сильно не бить. Спасибо за внимание. Миш.